Кристина, а какие ошибки руководителя существуют? Чего нельзя говорить своим подчиненным? Здесь, опять же, я люблю разбирать какую-то тему не с уровня действий. Да, когда мы говорим, какие слова нельзя говорить, мы говорим про уровень действий. Но на самом деле не важно, какие слова мы говорим, важно, гораздо важнее, из какого состояния мы это делаем. Вы можете сказать одну и ту же фразу, например, «ты замечательно сегодня выглядишь», из состояния искренней расположенности, симпатии к человеку, и действительно вам кажется, что человек классно выглядит, либо у вас может быть зависть внутри, и вы там сквозь зубы как-то это скажете: «ты замечательно выглядишь». И это разные вещи. Понятно, что это утрированный пример, но надо понимать, что другой человек слышит ваше состояние. Люди слышат не слова. То, что мы передаем вербально, это небольшая верхушка айсберга, но люди считывают, мы в коммуникациях считываем сильно больше информации. Это информация о вашем состоянии, с какого состояния вы говорите определенные слова. Поэтому, когда мы говорим о руководителе и об ошибках, которые можно сделать, то это ошибка, когда ваше состояние расходится со словами. Когда вы говорите «молодец», хорошо сделал, а в душе думаете: ну вот лентяй, вот какой-то безответственный, вот безинициативный. Ну, вы просто прочитали умную книгу по менеджменту, что сотрудников надо хвалить, и вы хвалите. Это так не работает. Если вы считаете своего сотрудника ленивым, безинициативным и так далее, то вопрос к вам как к руководителю, что он делает в вашей компании. Поэтому важна внутреннее качество, которое становится главным для руководителя, это честность. Честность и совпадение, синхронистичность того, что я чувствую, как я чувствую и что я делаю, в том числе, что я говорю. Вот если у вас эта согласованность есть, вы уже хороший руководитель. Если ее нет, вы можете выучить, прочитать очень много правильных фраз, они работать не будут. Потому что ваш сотрудник, он слышит состояние, и он слышит, когда совпадает, когда не совпадает. То есть, просто мы все люди эту информацию принимаем. Другой вопрос, что мы можем не отдавать себе отчет в этом, но чей-то комплимент нам приятен, а чей-то вызывает какое-то неловкое состояние и так далее. Вот эти рецепторы для приема разной информации, не только вербальной, у нас у всех есть. И еще раз, задача руководителя – транслировать согласованные посылы, когда я так думаю, так чувствую, так говорю, так делаю. И тогда создается правильная среда для команды. И тогда даже это может быть критика, это могут быть неприятные вещи, но они чувствуются более справедливыми, и они не вызывают неуважение к руководству, они не вызывают желания каких-то там интриг и так далее. Да? То есть тогда человек может тоже по-честному отреагировать и вам что-то сказать в ответ, либо объяснить, почему он так сделал, либо сказать, что я не хочу здесь работать, перейти в другую команду. Все равно это более правильное решение. Если говорить на уровне практических советов, здесь традиционно мы помним, что хвалим при всех, критикуем один на один. Это важно, потому что группа усиливает, группа как усилитель работает. И похвала, произнесенная на группу, она усиливается, критика, произнесенная на группу, усиливается. И когда человека критикуют на группу, это может оставить очень-очень такую глубокую рану на самом деле, потому что вспоминаются различные детские ситуации, то есть это такой регресс психический происходит, и для человека это будет сильно болезненней, чем если бы вы сказали это один на один. Это тоже важно помнить. Что еще? Это понятные правила. За что казнят, за что милуют. Точно так же, как с детьми. Для детей не проблема наказания. Да, многие говорят, нельзя детей наказывать. Можно и нужно. Для детей проблема, когда непонятны правила. Я сегодня принес 2, меня похвалили, а завтра 5, меня наказали, а послезавтра наоборот. И я не понимаю, как мир устроен, я не понимаю тогда, что мне делать. Вот это плохо, вот это травмирует. Точно так же в коллективе.
Отсутствие наказания, отсутствие штрафов определенных, ну то есть каких-то сдерживающих моментов, это плохо, они должны быть, но они должны быть очень понятны. Это тоже стабилизирует коллектив и вызывает чувство доверия, чувство спокойствия, чувство такой вот нормальной среды, человек может больше раскрываться. Вот, ну, такие основные моменты, и еще раз, да, мы возвращаемся к тому, что важно ваше состояние, если, еще раз, какой-то сотрудник вызывает у вас сильные негативные эмоции, может быть такое, что, ну, вроде он все хорошо делает, но внутренне он вам неприятен, пожалуйста, вот с этим разбирайтесь. Потому что это чувствуется всегда в коллективе, и это вызывает, ну, такое как загрязнение среды, в которой вы работаете, да, как будто бы какие-то токсичные элементы выливаются в воду. И какие бы слова правильные вы ни говорили при этом, состояние, оно первично, оно сильнее. Важно не только то, что ты говоришь, важно, как ты это делаешь. Спасибо огромное. Абсолютно, да.